Челленджи – довольно короткие уровни, созданные для того, чтобы потренироваться на каком-то режиме игры, либо просто развлечься, пройдя короткий, но довольно сложный уровень. Есть разные типы челленджей, на разных режимах и челленджи житер-кликом. Трудно точно сказать, когда появились такие уровни. В самом понимании слова челлендж короткие уровни были в самом начале игры. Но один из первых уровней, который и содержал это слово, был челлендж от Маска. Возможно, после Маска оно и закрепилось. Первое время такие уровни создавались часто, но все они были довольно легкими, поэтому выделить какие-то сложные не получится. Как только вышло обновление 1.9, Darnok выпустил Wave Challenge с новым режимом игры волной. Этот уровень не казался особо сложным, его уже сразу начали проходить многие игроки за небольшое количество попыток. В январе 2015 года игрок Ripples, позже Revit, он довольно часто менял ник, выпустил Ball Challenge с таймингами на шаре, а в конце вообще была часть шара из уровня Necropolis. Что интересно, в первое время его даже оценили, да и всего на 3 звезды. Месяцем позже, в феврале, известный креатор Geld выпустил уровень под названием Total Challenge. Его также сразу оценили на 3 звезды, хотя таковым он не являлся. Особенно сложной была первая половина. Я думаю, что примеров достаточно. Различные челленджи выпускались, но они не были запредельно сложными, тем более из них не составляли топы по сложности. Всем привет! Вы на канале GD News, и сегодня я расскажу вам про сложнейшие челленджи в истории Geometry Dash в разные периоды. Поехали! Хочу порекомендовать вам Discord-сервер начинающей тимы под названием Dexty. Активная администрация и участники не дадут вам заскучать. У них имеется собственная система рангов, а также Build Battle, в котором вы сможете посоревноваться с другими участниками. Сейчас команда устраивает коллаб Surface Tension, и в скором времени будут нужны декораторы. Вступай в команду, ссылка в описании. Все началось примерно с 2016 года. Игроки начали составлять различные топы, популярность у челленджей быстро росла. Июнь 2016 года. В топ-20 сложнейших челленджей много уровней, которые сейчас уже не кажутся слишком сложными. Посмотрим на топ-5. Его открывает челлендж со Straightfly'ем от Quasar, который в то время считался одним из самых сложных в этом виде. Да и сам он был создан от одного из лучших игроков того времени. Вторым по сложности челленджем был Timing Challenge от креатора Landest. Этот уровень был сделан в мае 2016 года для креатор-контеста игрока Rowie. Задача контеста была в том, чтобы создать уровень с большим количеством сложных таймингов и использовать слово тайминг в названии. А сложнейшим на тот момент челленджем стал Ultra Wave Chall 2 от Red Universe, построенный в мае 2015 года. Пусть челлендж и короткий, но он действительно сложный. Его удалось пройти лишь спустя год, и это сделал YouFuckingWhatMade. В то время основными игроками, которые больше всего увлекались челленджами, были как раз YouFuckingWhatMade, Hawkwinox, Daltha. Они постоянно их строили и проходили. Cube Supreme – сложнейший на тот момент челлендж на кубе от креатора Nox. Он создал его в июне 2016 года, тогда его и поставили на второе место в топ. А в июле новым сложнейшим челленджем стал Toshipolis от Tash Deluxe. Этот уровень в разы усложненная версия концовки из уровня Acropolis. Этот уровень честно смог пройти лишь игрок Leify в июле 2017 года. Также хочется дополнить, что некоторые места в топе занимают челленджи, содержащие части из известных уровней. Например, Phobos Duel с последней частью из Фобоса, который поставили на 8-ю позицию в топ. Апрель 2017 года. Torture Chamber – сложный челлендж от YouFuckingWhatMade, построенный им еще в феврале 2016 года. Первоначально YouFucking даже не планировал делать этот уровень очень сложным. Лишь спустя год он уменьшил все проходы в этом уровне, что и позволило ему стать на 5-е место в топ. В списке был и другой его челлендж – 3 Seconds Hell, представляет из себя уровень на одном режиме – волна, с очень узкими проходами. Создан этот челлендж был в сентябре 2016 года. Еще тогда WhatMade потратил более 25 тысяч попыток на проверку этого уровня, но спустя несколько лет он решил усложнить его. Вначале он повторил геймплей уровня 2 раза, затем 3 раза, назвав уровень Free SH is Dead, а затем и вообще целых 6 раз. В 2017 году Free Seconds Hell был поставлен на 4-ю позицию. На высших позициях в топе находились и челленджи от Hawkwinox. Например, Death Flow, челлендж со сложным спамом на волне. Кстати, этот челлендж также усложнялся. У уровня есть продолжение, Death Flow 2, которое стояло на 18-й позиции.
Первая же часть на тот момент была второй по сложности. Challenge EX – сложнейший в 2017 году челлендж от Hawkwinux, который держался долгое время еще и в топ-5. Этот челлендж был в разы сложнее, чем The Hellgate от того же Hawkwinux. The Hellgate был построен в мае 2017 года, и сложность вызывала то, что весь геймплей затемнен. Первым его прошел YouFuckingWhatMade. В то время было довольно интересно и смешно наблюдать за тем, что примерно половину топа сложнейших челленджей занимал Hawkwinux. Но мы продолжим. Переместимся в конец 2017 года. Серия уровней Gaylol от Duplis. Их всего 5, и каждая из частей попадала в топ. В частности, Gaylol 4 стала на второе место в то время. Этот челлендж похож чем-то на первую волну из Second Hell, только более усложненную. Xen, ну или Neyron, который тогда был очень популярным, создал также несколько челленджей, которые попали в топ. Например, Heal, поставленный на 4-ю позицию. При первом просмотре кажется, что быстрая волна просто невозможна, но уровень уже смогли пройти несколько человек. А сложнейшим на тот момент челленджем стал Illusion of Hell, созданный также Xeном в октябре 2017 года. Он представляет из себя очень быструю часть на волне, а в начале очень темную часть на кубе, которую довольно тяжело пройти. Что интересно, челлендж настолько сложный, что лишь месяц назад игроку Dreamin' Ligma удалось установить рекорд в 74%, а часть 68-100 максимально сложна. В общем, все в стиле Нейрона. Challenge 2 от игрока Aineo. Этот челлендж был построен еще в мае 2017 года, но лишь спустя год его добавили в топ сложнейших. Этот уровень сделан в дизайне уровней Террона и Джибоя, как признался сам Aineo. Первоначально уровень входил лишь в топ-5, но затем, в мае 2018 года, его повысили до 2-го места. Diamond Dance – челлендж от Sizzly, представляющий из себя начало волны Silent Circles. Был поставлен на 4-е место в топ в конце 2018 года. Прошло его всего пару человек. Первые челленджи начали появляться и от Бо, который отличался тем, что довольно быстро проходил сложные челленджи, но не так давно оказалось, что многие уровни были пройдены им нечестно. Super Challenge, чем-то похожий на VSC, о котором чуть позже поговорим, вошел в топ-3 сложнейших. На второе место стал челлендж от Metaman Z под названием The Acro Challenge. Он представляет из себя максимально усложненную последнюю часть Акрополиса, даже чем-то похожую на спам в уровне Silent Acropolis. Спустя несколько месяцев на 5-е место был добавлен челлендж Masochist 2 от Нико Шими. Он, кстати, до сих пор находится в топе. Также у уровня есть и первая часть, но она чуть легче. Название уровня действительно соответствует его содержанию. В нем очень маленькие проходы, и все это нужно проходить на очень высокой скорости. Все 2 части челленджей верифицировал Сайзи. Это он, кстати, создал Diamond Dance. Бо создал и другой челлендж под названием D, который стал топ-1 в августе 2019 года. Он был настолько сложным, что пройти его удалось лишь спустя полгода Skyjacksу, и до сих пор он находится на 3-м месте. В начале 2020 года новым топ-1 челленджем стал Toxic Blades от известного креатора Electro. Этот уровень чем-то похож на VSC, а его проходы кажутся уж слишком невероятными и чем-то очень сложным. Проверил его Сайзи, как и некоторые другие челленджи. Первым легитимным игроком, кто прошел уровень, стал Cubery. В мае новым сложнейшим челленджем стал Free SH is Dead, представляющий из себя 3 уровня 3 Seconds Hell, о котором видео я уже говорил. В июне его заменил другой челлендж, который находится на 1-м месте и до сих пор – Shell Death. Этот челлендж был создан еще в конце 2015 года игроком T-Guy124. Конечно, тогда он казался невозможным, и пройти его сумел лишь YouFuckingWhatMade спустя 4,5 года, и на это ему понадобилось целых 47 тысяч попыток. Популярность этот челлендж обрел, конечно же, после проверки. Ну и не забудем про VSC. Этот челлендж был создан игроками Бо и Вуми несколько лет назад. Бо пытался его проверять еще давно, но не показывал прогрессы. И вдруг в апреле 2020 года он проверяет этот уровень, да и за 334 тысячи попыток, что очень много. Этот челлендж сразу, казалось, превысил все человеческие способности. Он содержал огромное количество почти невозможных таймингов и спама, и все это сильно затемнено. На Бо посыпались обвинения, его какое-то время пытались разоблачить, и в конце концов он не выдержал и признался, что проверил уровень нечестно, как и многие другие челленджи. Хотя сказал, что его честным рекордом был 65%, и в это в целом можно поверить.
VC временно поставили на первое место в топ в апреле 2020 года, но затем его убрали. За все годы сложность челленджей очень выросла. Популярность к ним также росла быстро, да и понимание изменилось. Если раньше за челлендж могли принять и минутный уровень, то сейчас таковым можно считать примерно 15-секундный уровень и меньшей по длительности. Надеюсь, вам понравилось это видео. Спасибо за просмотр. Всем пока.